И тайминг не совсем похожий на наше обычное мероприятие, поэтому если у вас клиентский опыт плохой был, то извините. Так, все, погнали, да? Все, у нас заключительный доклад. Леш, спасибо тебе огромное. Ирин, спасибо вам большое за все. Сегодня вот сейчас будет доклад про голос бренда, эмоциональный дизайн. Это совсем другая штука, но сегодня тоже интересно было про нее поговорить. Я сам занимаюсь в том числе и брендингом, и коммуникационным дизайном, и интерфейсами. И у меня поэтому взгляд такой на все вместе, на все вещи, связанные с пользовательским опытом вместе, да, то есть я это не разделяю. Немножко мотивирующая такая надпись, да, что фаундеры и дизайнеры хотят сделать классно, действительно это так. Почему тогда получается то, что показывали люди на слайдах? Ну, наверное, я буду говорить не про то, что вот обычно подразумевает под клиентским опытом, это непосредственно взаимодействие. Но многие люди подразумевают под клиентским опытом это взаимодействие с интерфейсом. Часто очень такое есть, особенно у продуктовых команд. На самом деле, вообще, мы взаимодействуем в целом с брендом, с банками или с каким-то другим продуктом, мы взаимодействуем с брендом в первую очередь. И конкретный опыт в конкретном приложении – это часть этой истории. Да? И как раз часто бывает, что мы какой-то бренд рекомендуем, какой-то бренд не рекомендуем, к какому-то бренду относимся с теплотой, с любовью, а к какому-то нет. И продуктовым командам, или, например, людям, которые занимаются продуктовой разработкой, иногда дизайнеры, которые работают в продуктовых командах, они иногда говорят: меня заставляют делать только какие-то вещи, связанные с последним, да, с финансовыми показателями. Давайте улучшим конверсию на этой странице, давайте еще что-то сделаем. Но для клиента вся эта история, она работает то, что здесь написано, да. То есть для клиента важно все: и узнаваемость бренда, и лояльность, и пользовательский опыт, эмоциональная связь, и все на свете. И это для обычного человека не пустые слова. Он воспринимает бренд целиком, поэтому вот этот разрыв между конкретным сценарием, который человек получает где-то в приложении или в офисе банка, и реальным опытом этот разрыв должен уходить. Но почему так происходит? Почему вообще люди не смотрят целиком на то, что бренд состоит из разных вещей? Бренд банка, например, или бренд какого-то продукта. Потому что часто вообще люди забывают, что бренд сам по себе имеет ценность какую-то. Это действительно так. Да, многие фокусируются только на том, какие есть финансовые результаты, или многие фокусируются на том, удобно пользоваться продуктом или неудобно пользоваться продуктом. Или, например, отдел маркетинга фокусируется, на узнаваемости. Но для клиента это все вместе, все совокупно. И на самом деле я бы хотел сегодня рассказать не про эту историю, например, про превосходный опыт или про лояльность и доверие. Потому что ребята отчасти про это говорили, они говорили о том, что люди должны увидеть меньше ошибок, люди должны более прозрачно понимать, что должны они делать и так далее. Это все замечательно, отлично, но если с точки зрения бизнеса верхнеуровневого смотреть, то важны все показатели. Да, начиная с того, что я бренд узнаю, если я создаю новый бренд, да, то есть я хочу, чтобы его узнавали. Я хочу, чтобы к нему относились позитивно. Я хочу, чтобы мой бренд отличали от других брендов, да, и так далее. Потому что мне сначала надо попасть в сценарий, потом мне надо вернуться в сценарий, не забыть и так далее. Конкуренция на рынке финтеха очень высокая, и это приводит к тому, что если мы будем при создании любого продукта фокусироваться только на удобном пользовательском интерфейсе, то, возможно, мы проиграем эту гонку. И если смотреть на бренд продуктов более верхнего уровня, с точки зрения классического маркетинга,
то бренд должен отличать на 4 ключевых показателя, да, в совокупности. Он должен быть аутентичным, то есть я должен, как пользователь, должен понимать, что бренд отражает, понимает мои цели, мои стремления, мои ценности. Да? Он должен быть рефлексивным, то есть я должен понимать, что бренд работает в той отрасли, которая меня волнует. Бренд должен отличаться от других брендов, и он должен быть понятным. И я приводил несколько примеров для того, чтобы пояснить все эти чудовищные мысли. Давайте вот возьмем бренд Revolut. И мне очень интересно есть, история изменения, которая начиналась вот с того логотипа и закончилась вот таким. Когда я говорю про логотип, я не имею в виду конкретно визуальную форму, потому что на самом деле логотип является отображением изменения эволюции бренда целиком, в совокупности, вместе со всеми продуктами и вместе со всем пользовательским опытом, это все едино. Начинался он там в 2015 году, да, и в конце концов он стал вот таким. Можно подумать, что Revolut совершает обратное какое-то телодвижение относительно рынка, потому что сейчас, казалось бы, у нас везде идет запрос на яркость, на узнаваемость, на что-то свежее, а Revolut как будто бы стал более скучным и серьезным, как будто бы он ухудшил свой бренд, непонятно почему. На самом деле, на мой взгляд, очень понятно, потому что когда он появился на рынке, ему важно было показать инновационность, и он это подчеркнул в своем названии и вот вообще вот в своем внешнем виде. И это именно тот опыт, точнее, это именно то позиционирование бренда, которое затем он подтверждал с помощью своих инновационных продуктов. Сейчас он стал больше, он стал сложнее, он начал работать в нескольких категориях, и в каждой из категорий он соревнуется с другими компаниями. Например, там, в диджитал-банкинге он соревнуется с этими ребятами, в переводе денег с этими, в цифровых платежах еще с чем-то. И если вот так его поставить во все 3 категории, получается, что он нигде не смотрится чужеродным. Он везде смотрится узнаваемо. Это о чем говорит? О том, что они увеличили количество продуктов и услуг и, соответственно, изменили восприятие своего бренда перед аудиторией для того, чтобы не давать им какой-то опыт, который будет противоречить клиентскому опыту. Это очень такие интересные вещи. Или, например, давайте посмотрим, вот я говорил немножко раньше здесь, что такое аутентичность или рефлексивность. Это кажется, что очень общие слова. Давайте посмотрим на такой прекрасный уже южноамериканский банк. Банк, не знаю, кто-то знает его или не знает, он прекрасен чем? Тем, что когда он возник, то есть вот сейчас вот смотришь на него и кажется, что это просто что-то современное, свежее и модное, и казалось бы, такого очень много. Но ребята очень целостно подошли к формированию своего бренда не в смысле визуального ряда, а в смысле целой совокупности и опыта, и продукта, и того, как они разговаривают с аудиторией. И это уникальное позиционирование сформулировали и в названии, и в восприятии цветов. Кто-нибудь знает португальский среди нас? Не знает? Это же как бы, ню, это то же самое, что это голый. То есть это очень такая прикольная штука была, когда они сделали свое название, им хотелось показать, что они как бы банк без пиджака. То есть голый банк, в котором нет лишней бюрократии. И это очень смелое было заявление, да, на тот момент. Но при этом само название, оно не, в других языках, там, не в португальском, это было скорее что-то связано с нео, с новым, тоже воспринимается нормально. При этом они оставили название банк в своем названии, да, потому что аудитория на тот момент, это, по-моему, 2013 год, еще не совсем понимала, что банк может быть цифровым, но они таким образом очень сильно отстроились. И если вот смотреть на фиолетовый цвет, с которым они работали, это вот карта банков Бразилии, и тут интересно, вот эти вот ребята, это самые большие банки, вот этот, бразильские, огромные. Посмотрите, какие у них цвета. Это оранжевый, желтый и синий. Фиолетовый в бразильской культуре воспринимается как что-то свежее, что-то интересное. И у них, по-моему, даже есть
в Бразилии такая поговорка, что как бы, ну вот этот, ну банк, они называют мой фиолетовенький банк, там как-то это красиво звучит, два слова, но неважно. Главное, что получается, они, когда работали над продуктом, они заложили вот эти принципы, основы и основные ценности, которые они закладывают в свой бренд целиком. И дальше эти ценности протранслировали. И вот название, вот цвета и логотипа через весь пользовательский опыт. Да, например, вот там сюда мы там заходим, и даже сама пластика логотипа, семиотика логотипа, она показывает трансформацию, да, вот эти ленты перегибающиеся. Это очень, опять же, показывает о том, что они очень необычные ребята. Там понятно, что это они все поддержали в коммуникации, показали там мужчин, женщин, еще каких-то ребят и так далее. Вот. Но почему это важно? И почему это работает в их случае? Потому что такое уникальное позиционирование, ну, как бы, оно соответствовало всему остальному. То есть у них был инновационный продукт, на тот момент это выпуск карты с возможностью завести аккаунт и так далее. Вот. Но они, кроме самого цифрового продукта, самого интерфейса, самого ну, просто там непосредственно какого-то там карты или еще остального, заложили уникальное позиционирование. Это помогло им очень хорошо конкурировать на рынке и завоевывать внимание и любовь пользователей, и эмоциональную связь с пользователями выстроить таким образом, которую вряд ли бы они выстроили, если бы они думали только о интерфейсе. Вот. В целом, если опуститься на уровень вот, дизайнера, то в позиционировании важно имя, цвет и шрифт, ну вот в очень таком вульгарном смысле. И в этом смысле мне очень нравится кейс N26, это немецкий банк такой, кто-то знает его или не знает. Кто знает такой банк? Да, они интересные очень ребята. И вот я специально взял этот пример, потому что вот здесь на контрасте, если мы видим здесь такой даже сейчас свежий дизайн, свежее позиционирование, яркое, отличающееся от этих классических банков, то кажется, что здесь что-то очень сухое, очень так, занудное и кажется, что не сильно и отличающееся. Но вот я говорил про аутентичность, да, мы не должны забывать, что вот этот банк работает на рынке Германии. Как бы вот это банки рынка Германии, если мы посмотрим, то здесь нет таких образов нигде. То есть классические синие, желтые, черные, красные цвета. Ну и вообще вот с точки зрения немца вот это смело. Да, вот это смело, это дерзко, это очень чисто, цифрово. И вот это все. И на самом деле, ну, интересно положить вот на такую матрицу впечатлений клиентских. То есть здесь там это традиционность какая-то, современность, эмоциональность и там что-то, защищенность какая-то, да, там и так далее. Вот, они находятся здесь, они специально сместились сюда, потому что они возникали позднее, чем вот эти ребята, и понятно, что в этой нише конкурировать не очень было бы хорошо. Вообще само название N26 очень странное, потому что 26 это у них номер офиса был, когда они запустились, но слово N, новый, new, там, это как бы нормально. Но они из этого сделали классную обертку, то есть они взяли вот это цифровое название и сказали, мы такие очень чистые, мы очень без всего лишнего, мы максимально заточены на классный опыт, у нас нет какой бюрократии, мы знаем, что немцы любят страдать от бюрократии, и это очень классно. При этом, например, карты они оформляют по-другому. Видите, да, то есть карты у них достаточно яркие, интересные. Вот, это абсолютно другой пример. О чем он говорит? О том, что когда вы создаете какой-то бренд и пытаетесь сформировать какой-то пользовательский опыт, помните о том, где вы находитесь. Ваша аудитория географически может все воспринимать по-разному. Это, кстати, одна из вещей про Revolut, которую я показывал, почему Revolut такой очень статичный сейчас, потому что они работают вообще во всех, сейчас глобально во всех, стараются работать во всех рынках, и какой-то логотип типа N26 мог бы кого-то отпугнуть. Возьмем другой пример, это британский финтех Monzo, он возник тоже позднее, и они сделали совершенно другой упор, да, совершенно другие создали подходы к впечатлениям, то есть они поступили максимально консюмерские. А мы не забываем, кстати, что отрасль финтеха при всей своей технологичности, она очень массовая, то есть на самом деле это то же самое, что газировку продавать, ну по сути-то своей.
То есть это как Coca-Cola, ну, глобально. А финтех – это то, чем пользоваться должны все, всегда, везде и так далее. И вот они сделали эту историю, в том числе такой цвет и такое позиционирование визуальное. Они избрали, потому что вот посмотрите, да, на других ребят, которые в тот момент, может, кто-то уже существовал. То есть они встали на другую плоскость цветового круга, где-то там совсем в той зоне. У них коралловый цвет, который, кстати, отличается от всяких классических красных цветов банков, но они максимально отстроились вот от тех ребят, потому что вот эти ребята, все, особенно там Revolut или Wise или PayPal, они себя всегда позиционировали как что-то очень технологичное, очень современное. А эти сказали, а мы типа, да, у них даже, смотрите, в названии нет ничего связанного с банком или ничего, ну как бы только с деньгами. Ну, money, да, вот там первые две буквы. То есть вот это, кстати, аббревиатура, вот это название, оно абсолютно вымышленное, оно там ничего там не передает, громкий звук. Если Revolut, понятно, он там как бы отсылает нас к революции, Wise там типа к умным всяким штукам, вот, то эти как бы вот такие. Вот. И к чему это все? Получается, что имея даже одинаковые, я уверен, что при этом у Monzo и, например, там, у N26 и Revolut функции-то схожи внутри приложения, скорее всего. То есть это легкое открытие карты, это быстрые платежи, это возможность получения дополнительных каких-то сервисов. Но на этом тяжелом рынке, когда они играют, они отстраиваются, они занимают уникальную нишу эмоциональную, и за счет этого они получают дополнительную эмоциональную связь с клиентами и целятся в определенный сегмент аудитории. И это как бы хороший подход. Вот самый такой безумный подход продемонстрировали ребята, это голландская, ну как бы, как правильно говорить, Голландия или сейчас как говорить, Нидерланды, да, нидерландская контора, Bank, да, или как это по-нидерландски читается, даже не знаю. Вот. То есть они поняли, что все цвета уже заняты и решили как бы занять все цвета, вообще, которые только возможно. Вот, от зеленого до желтого, да, и это они вот делают во всем. При этом это абсолютно синтетическое имя, это просто какой-то там, ну, конечно, первая буква B отсылает нас все-таки к банкам, вот, но в целом это какой-то возглас, восклицание, и у них интересно, что у них позиционирование на экспатов очень сильное, экспатов и фрилансеров, которые будут по всей Европе. То есть они посмотрели исследования, поняли, что среди этих людей очень высокий процент людей, таких очень либерально настроенных, там, со свободными, может быть, там где-то взглядами и так далее, и решили вот сделать, ну, как бы банк для свободы, да. Вот. И вот я до этого рассказывал про какие-то визуальные вещи, и тут можете мне задать вопрос. Но сейчас же вот у нас эра искусственного интеллекта, и когда мы вбиваем что-то в чат GPT, он же не смотрит картинки, он читает только тексты, да? То есть ему наплевать, в принципе, как что-то выглядит, он там что-то сравнивает и выдает какой-то ответ, какой-то результат. Поэтому, мне кажется, здесь сейчас, вот, по крайней мере, мы в работе это используем, важно вначале попробовать сформировать голос бренда через то, как мы хотим говорить с нашим пользователем. Мы пропускаем там все этажи пирамиды, там, ценности бренда там, и так далее, и выходим на уровень, то есть не пропускаем в работе, я говорю, что как будто бы мы сейчас пропустили, об этом не говорим, и выходим на уровень, как мы хотим говорить, да, формально или там неформально, серьезно или смешно и так далее. Почему? Потому что это тексты, да, это то, как мы собираемся разговаривать в социальных сетях, как мы собираемся разговаривать на сайте, как мы собираемся разговаривать в интерфейсе. И это очень сильно нас отстраивает. Давайте вспомним для примера Тинькофф там, или Т-банк, насколько все фанатели от того, как прекрасно общается по-человечески техподдержка, ну, с нами. То есть она там всегда по-человечески что-то говорила, никогда там не отвечала формальными фразами. И это и был для нас во многом голос бренда, ну и даже сейчас это отчасти то же самое. Вот. Поэтому вот с такого упражнения важно начинать, когда вы работаете с чем-то, да? Например, когда вы или участвуете в создании бренда, либо вы работаете внутри продукта и вы хотите улучшить, изменить его позиционирование, попасть в нужную аудиторию. И понятно, что
Вот эта история должна быть перед глазами не только дизайнера, но и продуктового менеджера, и там всех остальных, для того, чтобы опыт был сквозным на всех этапах взаимодействия с клиентом. Вот, и потом можно двигаться дальше. Покажу пример. Вот мы там делали финтех-продукт для перевода денег, вот придумали название PIR, поняли, что его позиционирование это что-то для ребят, которые экспаты, тоже экспаты, и они хотят по-новому переводить бабки из страны в страну. Мы посмотрели, вот, что существует на рынке таких продуктов, да, вот, особенно тех, кто работает не только с британскими какими-то паспортами, условно, да, вот, и поняли, что само собой напрашивается как раз история, что есть много устаревших старых продуктов со старым tone of voice, там Corona Pay какой-то, не знаю, еще что там, Western Union, и можно найти в этом смысле позиционирование, отдельную нишу позиционирования, при том, что, может быть, даже функции у тебя будут в чем-то похожи. Поэтому у нас вот возникло такое название PIR, да, как и приложение, и платеж, вот, и вот эта вот цветовая гамма, которая нас тоже отстраивает. И мы протащили эту историю через все, через интерфейсы, через узнаваемую иконку приложения, которую можно на экране там увидеть и запомнить. Таким образом создается как раз та самая эмоциональная связь с продуктом. К чему я это все веду? К тому, что эмоциональный дизайн – это не про веселые шрифты и не про какие-то смайлики в коммуникации, хотя это тоже важно. А эмоциональный дизайн – это как раз та история, когда вы выбираете какую-то нишу, а в этой нише понимаете, что вызывает эмоцию у ваших пользователей, позитивную эмоцию или хорошую, что будет для них положительным пользовательским опытом. И с помощью различных приемов с этим работаете. Да? То есть эта история должна закладываться, понятно, что на этапе формирования бренда, но и на этапе работы с UX тоже. Немножко полезем внутрь, да, всей этой истории. Мы все знаем, что цвета очень важны, хотя некоторые, мне кажется, не знают до сих пор. Это вот распределение цветов по разным видам индустрий. Мы видим, что, например, белый есть у всех, что он нейтральный и прекрасный, а часто очень там оранжевого или коричневого или нету в финансах, а, например, там синего или фиолетового гораздо больше. Вот. Это все не случайно, потому что возвращаемся к базе, к психологии цвета. И вот я на примерах предыдущих работ показал, что это тоже все не случайно. И мне кажется, важно очень и дизайнеру, и продукту, и всем остальным такие вещи понимать и знать, потому что они вызывают эмоциональную реакцию у человека. Да? Вот. Если как бы, ну, то есть там красный, оранжевый и так далее, все эти оттенки, у каждого есть своя определенная эмоция, которую он несет. Невозможно, например, обещать, если ты выбрал синий цвет для основной коммуникации, и считать, что ты супер-мега не инновационный, а какой-то эмоциональный, или веселый, или позитивный. Это будет просто вызывать диссонанс. Это то, о чем я говорил в начале, когда обещание бренда, то, как бренд воспринимается, не соответствует ожиданию, ожиданию пользовательскому опыту, который человек получает в какой-то момент. Ну вот, может, сокращенная там диаграмма, неважно. И это не случайно, кстати, мы вот думаем, почему вот банки, например, классические банки, классический финтех, почему он такой консервативный визуально? Почему они не хотят быть свежими? А у них обратная ситуация, да, то есть если они будут сильно свежими, то пользователи, опять же, получат несоответствие своему опыту, и для них это будет негатив. То есть я пришел в отделение, со мной формально поговорили, а при этом банк-то вроде веселый, позитивный, современный, да, и возникает негатив, хотя, казалось бы, не должно его быть. Вот. И эти нюансы надо учитывать очень сильно, да, и управлять ими. Вот делали мы такой продукт в сфере токенизации для там лондонской компании одной, и у них основные цвета это такой кирпично-оранжевый, темно-оранжевый, черный. А, казалось бы, оранжевый, это причем... Вот почему я показал эту карту, что этот продукт, он для банков, то есть это B2B продукт вот для этих вот таких серьезных банков. Они занимаются там токенизацией пользовательской информации и так далее. Вот. И казалось бы, зачем здесь оранжевый? Но история в том, что им важно было выглядеть инновационными.
То есть при этом есть вот баланс между оранжевым и черным, да, то есть черный как основной цвет, который держит весь массив восприятия, а оранжевый как то, что говорит, мы все-таки с чем-то инновационным к вам пришли, ребята, и это очень важно. Вот. И дальше уже проверяется, когда работается с таким, ну, с такой историей, проверяется, насколько этот бренд работает хорошо на разных носителях, как он хорошо воспринимается, считывается и так далее. Вот. Но мы все равно понимали, что оранжевость, она здесь может быть воспринята слишком игриво и весело, поэтому мы балансировали во всей коммуникации визуальной, много серого, черного использовали, да, и такие достаточно классические формы для того, чтобы не перегнуть палку с веселостью. Вот. Или вот другой пример. Это швейцарская такая компания, занимается алгоритмическим трейдингом. И вот они, швейцарцы такие, я открыл тут подборку, к сожалению, не поставил, финтех стартапов Швейцарии, они, господи, они все выглядят вот так вот. Вот так вот все. То есть они супер-мега классические. Вот. Ну вот серьезные ребята, научные, поэтому единственное, с чем мы могли здесь работать, это шрифтовая история. И это, кстати, тоже важно, если вы посмотрите на шрифтовые истории всех финтехов, то они все, там это все гельветика, они все очень сдержанные. А здесь мы там немножко сделали рубленые формы, и это, конечно, хоть чуть-чуть, немножко, как бы, знаете, чуть-чуть их сделало чуть-чуть более веселыми, и чем обычный банкинг, но здесь скорее уход в научную сферу, в научную историю. Вот. К чему я это все говорю? К тому, что на рынке финтеха идет настолько серьезная борьба, что даже при одинаково удобных и хорошо работающих интерфейсах, идеально работающих в каком-то клиентском пути, что само по себе замечательно и очень важно, надо понимать, что создание хорошо сфокусированного и понятного, аутентичного и дифференцируемого относительно других конкурентов бренда поможет вам сэкономить деньги, поможет вам быстрее вывести продукт на рынок, поможет вам получить более лояльных клиентов, да, то есть исследования смотрим там Нильсона и так далее, плюс 20% там, где есть эмоциональный дизайн. Вот. Это вот, кстати, пример как раз того, как борются между собой Revolut, PayPal и Wise визуально, да. То есть они все разные, с одной стороны. То есть они все примерно там про одно и то же, на самом деле, это в одной конкурентной нише они работают. Ну, посмотрим, да, то есть за счет чего они отстраиваются друг от друга. За счет, ну, там, понятно, у них все-таки разная цветовая гамма, хотя у PayPal и Revolut немножко совпадают. Но они разные. То же самое со шрифтами, да. Вот эти вот шрифтовые дифференциации, то есть еще одна важная часть эмоционального дизайна – это шрифт. Возьмите у Revolut там один шрифт, жирная типографика, капитель. У PayPal капителей уже нет, у них другая немножко типографика, ну и у Wise вообще своя. Они вообще как бы выпендрились, сделали все по-своему. И это вот те самые незаметные нюансы, которые дают нужное эмоциональное впечатление в том числе. Вот. Или там концепция каких-то элементов. Очень часто дизайнеры, когда работают, там, например, над иконками или над какими-то визуалами внутри приложения, вообще не думают даже об этом особо. То есть, и самое-то главное, они-то, может, и думают, но продуктовые менеджеры или еще какие-то ребята не могут вообще с этой стороны не смотреть. Да, про то, что вот посмотрите этих ребят, Revolut, PayPal и Wise, они все очень разные для того, чтобы, сталкиваясь с любым фрагментом их визуального языка, я сразу понимал, о чем этот бренд, что он мне дает и чем он отличается. Вот, что у нас? Я очень быстро, кстати, я молодец, 53 минуты. В общем, такая вот история. Давайте будем помнить про то, что бренд – это сложная штука, она состоит не только из интерфейсов, она состоит не только из маркетинга, она не состоит не только из конверсии, она состоит из правильного позиционирования в голове человека, она состоит из управления эмоциями пользователя. Эти эмоции формируются за счет таких приемов, как там название, цвета, шрифты и визуальная культура. Давайте этим тоже управлять, помнить про это. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вот.
Спасибо сегодня, что пришли. Сегодня было супер спринт выступления.